Представьте себе момент, когда слова не могут передать глубину того, что вы чувствуете. Когда тишина становится не просто отсутствием речи, а мощным инструментом общения. В мире, который часто отдает приоритет шуму и болтовне, может ли тишина быть наиболее эффективным ответом? Это не просто тишина, а стоическая тишина. Концепция, глубоко укорененная в древней философии, которая направляла воинов, мыслителей и лидеров в самые бурные времена. Что если, овладев этой формой тишины, вы сможете обрести контроль над своими эмоциями, влиять на других и оказывать длительное влияние, не произнося ни единого слова? Значение тишины в стоицизме. Среди множества инструментов, которые стоики использовали для развития своей умственной стойкости, тишина выделялась как один из самых мощных. Для стоиков тишина была не просто отсутствием звука или речи. Это было состояние осознанности, дисциплины и размышления. Фактически, тишина рассматривалась как ключ к пониманию себя, регулированию эмоций и эффективному взаимодействию с миром. Стоики верили, что, практикуя молчание, можно достичь уровня внутреннего спокойствия и самообладания, который позволит им с изяществом ориентироваться даже в самых хаотичных ситуациях. В современном мире молчание часто недооценивают или неправильно понимают. Мы живем в эпоху постоянного шума, будь то болтовня в социальных сетях, неустанное жужжание наших смартфонов или вечный цикл новостей. На нас обрушивается информация со всех сторон, и в этом вихре общения ценность молчания часто упускается из виду. Но для стоиков молчание было не просто средством избежать шума. Это был способ обрести ясность, осуществлять контроль и утверждать авторитет в мире, который часто кажется неуправляемым. Сила намеренного молчания. Намеренное молчание означает выбор того, когда и как использовать свой голос. Это противоположность импульсивной речи. В моменты молчания мы обретаем перспективу, что позволяет нам отвечать обдуманно, а не реагировать эмоционально. Это суть стоического молчания, преднамеренное, контролируемое и эффективное. В этом видео мы рассмотрим, как стоическое молчание может быть использовано для эффективного общения без слов, как оно формирует наши эмоции, как оно влияет на других и как оно обеспечивает чувство спокойствия в часто хаотичном мире. С помощью исторических примеров, философских идей и практических советов вы узнаете, как использовать силу молчания для преобразования своей жизни и взаимодействий. Теперь давайте погрузимся в философские корни стоического молчания. Номер 2. Философия, лежащая в основе молчания стоиков, стоицизм и природа контроля. В основе стоицизма лежит различие между тем, что находится под нашим контролем, и тем, что нет. По мнению стоиков, большая часть происходящего в мире, события, действия других людей, внешние обстоятельства находятся вне нашего влияния. Однако наши реакции на эти события, эмоции, которые мы испытываем, и решения, которые мы принимаем, находятся под нашим контролем. Это основа стоической стойкости. Признание того, что хотя мы не можем изменить мир, мы можем изменить то, как мы его воспринимаем. Эпиктет и сила молчания. Философ-стоик. Эпиктет сказал: «У нас 2 уха и 1 рот, чтобы мы могли слушать вдвое больше, чем говорим». Для Эпиктета молчание было не просто сдерживанием речи, но и слушанием, как других, так и себя. Слушание для стоиков было практикой смирения. Речь шла о признании того, что мы не знаем всего и что, храня молчание, мы создаем пространство для обучения и самоанализа. Марк Аврелий о самообладании. Марк Аврелий, возможно, самый известный стоик, часто писал о важности контроля своих эмоций и реакций. В своем личном журнале «Размышления» он часто размышлял о ценности молчания для сохранения контроля над своими мыслями и действиями. В моменты разочарования или гнева Марк Аврелий напоминал себе о необходимости остановиться, сделать вдох и позволить молчанию стать путем к ясности. Для Марка Аврелия
молчание было не просто способом избежать ненужной речи, но и созданием ментального пространства, необходимого для появления мудрости. Молчание позволяло ему отстраниться от своих эмоций, объективно оценить ситуацию и принимать решения, основанные на разуме, а не на импульсе. Сенека о гневе и молчании. Сенека, другой выдающийся философ-стоик, много писал об опасностях неконтролируемого гнева. В своем эссе о гневе Сенека предупреждает, что гнев может заставить нас говорить и делать то, о чем мы позже пожалеем. Один из лучших способов не допустить, чтобы гнев овладел нами, предлагает он, это практиковать молчание. Сохраняя молчание в моменты гнева, мы создаем паузу, промежуток, в котором разум может взять верх. Эта пауза позволяет нам поразмышлять о том, действительно ли наши слова или действия послужат ситуации, или же они только ухудшат. Номер 3. Вековая поговорка «действия говорят громче слов» может быть расширена, чтобы включить молчание. Молчание — это не отсутствие общения, а его мощная форма. Как молчание передает уверенность, силу и самообладание в сложных ситуациях. Важность сдержанности. Почему выбор молчания вместо импульсивной речи может привести к лучшим результатам? Примеры молчания в разных сценариях. В конфликте. Как молчание может разрядить напряженные ситуации. На примерах из личных отношений, рабочих споров или даже международной дипломатии. В переговорах. Стратегическое использование молчания в переговорах с высокими ставками, чтобы заставить другую сторону раскрыть больше, чем она намеревалась. В лидерстве. Как великие лидеры используют молчание, чтобы внушить уважение и сделать свои слова более действенными, когда они говорят. Психологическое воздействие молчания. Дискомфорт, который многие люди испытывают перед лицом молчания, и почему это можно использовать в своих интересах. Исследования, показывающие, как люди часто интерпретируют молчание, проецируя свои собственные страхи или желания на молчание других. Тишина как зеркало. Когда другие сталкиваются с вашим молчанием, они размышляют о своих собственных действиях, что часто приводит к самокоррекции без необходимости слов. Тишина как форма размышления. Как тишина предоставляет пространство для саморефлексии и принятия лучших решений. Связь между тишиной и осознанностью, и как она позволяет людям отстраниться, понаблюдать, а затем действовать с позиции разума, а не эмоций. Исторические примеры. Как такие личности, как Ганди, Мартин Лютер Кинг-младший и другие влиятельные лидеры использовали тишину как мощный инструмент общения. Культурный контекст тишины. Как разные культуры рассматривают и используют тишину. Например, во многих азиатских культурах тишина является признаком уважения и мудрости, в то время как в западных культурах она может рассматриваться как неловкая или некомфортная. Роль тишины в духовных традициях – буддизме, даосизме, христианстве, где тишина используется как способ достижения внутреннего покоя и просветления. Заключение резюме того, почему тишина сильнее речи в определенных контекстах. Призыв к действию. Побуждение зрителей задуматься о том, как они могут эффективнее использовать тишину в своей жизни. Номер 4. Как тишина влияет на человеческий разум. Психологическое напряжение, создаваемое тишиной. Почему люди чувствуют себя обязанными заполнять тишину шумом или речью. Тишина как стрессор против тишины как облегчение. И почему разные люди реагируют на нее по-разному. Нейробиология тишины. Как мозг обрабатывает тишину по сравнению с речью или шумом. Влияние тишины на мозговые волны, объем внимания и уровень стресса. Восстанавливающая сила тишины. Исследования, показывающие, как моменты тишины могут улучшить ясность ума, концентрацию и даже физическое здоровье. Тишина в общении. Как тишина заставляет слушателя глубже вникать в сообщение говорящего. Тишина как когнитивная нагрузка. Когда слушатели сталкиваются с тишиной, они часто придают ей больше смысла, что заставляет их более критически относиться к ситуации. Как люди интерпретируют тишину в разговорах, особенно когда она неоднозначна. Тишина и эмоциональный интеллект. Роль тишины в эмоциональном интеллекте.
Как эмоционально-интеллектуальные люди используют тишину для управления своими и чужими эмоциями. Преимущество пауз в сложных разговорах для восстановления самообладания и размышлений перед ответом. Как тишина позволяет другим больше рассказать о себе. Сохраняя молчание, вы даете другим возможность больше говорить, часто раскрывая их более глубокие мысли и мотивы. Страх тишины, мертвый эфир и тревога. Почему тишина может вызывать беспокойство в разговорах или социальных взаимодействиях, часто заставляя людей заполнять паузы ненужными разговорами? Концепция мертвого эфира в вещании и более широкий культурный страх тишины в сегодняшнем быстро меняющемся мире, управляемом контентом. Практические советы по преодолению страха тишины в личных и профессиональных разговорах. Заключение. Обобщение различных психологических эффектов тишины. Поощрение зрителей к использованию тишины как инструмента для более глубокого, осмысленного общения и личностного роста. Номер 5. Освоение невербальной коммуникации. Почему общение не ограничивается словами? Роль языка тела, мимики и жестов. Важность освоения невербальных сигналов для дополнения силы молчания. Обзор невербальной коммуникации как важнейшего навыка как в личной, так и в профессиональной жизни. Язык тела и молчание. Как поза, жесты и физические движения могут говорить о многом в моменты молчания. Роль зрительного контакта. Как поддержание или разрыв зрительного контакта может передавать доминирование, сочувствие или незаинтересованность без произнесения ни слова. Как ваше физическое присутствие может передавать авторитет, уверенность или уязвимость, когда вы молчите. Выражение лица и молчаливое общение. Молчание и контроль эмоций. Роль молчания во владении эмоциями. Мы живем в мире, где часто поощряются эмоциональные всплески, быстрые реакции и импульсивное поведение. Но стоицизм учит другому пути. Пути эмоционального мастерства, где молчание играет ключевую роль. Молчание — это не просто отсутствие слов. Это осознанная практика, которая позволяет вам обрести контроль над своими эмоциями. Оно создает пространство между стимулом и вашей реакцией, давая вам время для обработки и размышления, а не для импульсивной реакции. Понимание эмоциональных триггеров. Прежде чем мы сможем понять, как молчание помогает контролировать эмоции, мы должны сначала осознать, что вызывает наши эмоциональные реакции. Внешние триггеры — это события или действия вне нас, которые вызывают эмоциональные реакции. Например, грубый комментарий, неприятная ситуация или неожиданные плохие новости. Внутренние триггеры. Внутренние триггеры — это мысли, воспоминания или чувства, которые вызывают эмоции внутри нас. Иногда они подсознательны, как глубоко укоренившиеся страхи или неразрешенная травма, и молчание дает нам пространство для исследования этих эмоций, а не позволяет им взять верх. Сила паузы. Молчание как инструмент для размышлений. Молчание дает вам кратковременную паузу, шанс отстраниться от ситуации и рассмотреть ее с более широкой точки зрения. Этот момент молчания создает буфер между событием и вашей реакцией. Реагирование против реагирования. Реакция происходит немедленно и часто эмоционально. Она импульсивна и может привести к сожалениям в дальнейшем. Однако реагирование подразумевает минуту молчания, чтобы осмыслить ситуацию, оценить свои эмоции и принять решение о более продуманном и взвешенном ответе. Пример. Представьте, что вы находитесь в жарком споре. Если вы отреагируете немедленно, вы можете сказать что-то обидное или обострить ситуацию. Но если вы помолчите минуту, вы сможете отреагировать таким образом, чтобы разрядить ситуацию и сохранить контроль. Осознанное молчание. Практика осознанности через молчание позволяет вам наблюдать за своими эмоциями, не поддаваясь им. Это основная стоическая практика – признавать эмоции, не позволяя им управлять вами. Управление гневом через молчание. Гнев
одна из самых сложных для управления эмоций, и она часто приводит к необдуманным решениям и сожалениям. Однако молчание может быть мощным противоядием от гнева. Учение Сенеки о гневе Сенека, один из величайших философов-стоиков, много писал об опасностях неконтролируемого гнева. Он считал, что, практикуя молчание в моменты гнева, мы можем восстановить контроль над собой. В своей работе о гневе Сенека утверждал, что гнев часто затуманивает наши суждения и заставляет нас действовать вопреки нашим собственным интересам. Он предположил, что молчание дает нам возможность успокоиться и ясно мыслить, прежде чем действовать. Практические шаги по использованию молчания для контроля гнева. Дышите. Когда вы чувствуете, что гнев нарастает, сделайте несколько глубоких вдохов в тишине. Это помогает успокоить нервную систему и предотвратить импульсивную реакцию. Счет. Мысленно посчитайте до 10 или больше в тишине, прежде чем ответить. Это простое действие может значительно снизить вероятность того, что вы скажете что-то, о чем пожалеете. Наблюдайте. В момент тишины наблюдайте за гневом. Спросите себя, почему я злюсь? Что вызвало это чувство? Стоит ли из-за этого расстраиваться? Такое размышление часто приводит к более сбалансированному и разумному ответу. Тишина во время страха и беспокойства. Страх и беспокойство часто вызваны чрезмерным обдумыванием, и молчание может быть мощным инструментом для успокоения ума. Шум страха. Страх процветает на ментальном шуме, постоянном потоке сценариев «что если» и катастрофических мыслей. Тишина позволяет вам прервать этот цикл тревожных мыслей. Стоические практики для преодоления страха. Медитация. Практика молчаливой медитации помогает успокоить ум и уменьшить беспокойство. Сидя в тишине и сосредоточившись на своем дыхании, вы можете отстраниться от пугающих мыслей и обрести чувство внутреннего покоя. Негативная визуализация. Это стоическое упражнение, в котором вы представляете себе наихудший сценарий в тишине. Противостоя своим страхам в контролируемой, тихой обстановке, вы перестаете их бояться, и они теряют свою власть над вами. Развитие эмоциональной устойчивости с помощью тишины. Устойчивость заключается не только в том, чтобы оправиться от невзгод, это в том, чтобы оставаться собранным перед лицом трудностей. Тишина помогает развить эту устойчивость, позволяя вам наблюдать и обрабатывать свои эмоции, не будучи подавленными ими. Практика тишины в сложных ситуациях. В моменты трудностей или стресса практикуйте тишину. Вместо того, чтобы реагировать эмоционально, дайте себе пространство для дыхания, размышлений и размышлений. Эта молчаливая пауза поможет вам подойти к ситуации с ясностью и хладнокровием. Тишина как эмоциональная броня. Используя тишину как инструмент эмоционального кон, когда молчание становится силой, авторитет молчания в мире, где все спешат быть услышанными, молчание выделяется как мощный инструмент. При правильном использовании молчание может вызывать уважение, влиять на других и утверждать власть способами, которые не могут слова. В этом разделе мы рассмотрим, как молчание может изменить динамику власти, повлиять на отношения и создать долгосрочное воздействие в личных и профессиональных условиях. Динамика власти молчания. Создание пространства для размышлений. Молчание создает пространство для размышлений и размышлений других. Например, в переговорах своевременное молчание после предложения может оказать давление на другую сторону, чтобы она заговорила первой, часто раскрывая больше, чем она намеревалась. Это классический прием в динамике власти. Те, кто может молчать, часто одерживают верх. Привлечение внимания без разговоров. На встречах или в социальных ситуациях человек, который может молчать, часто привлекает больше внимания, чем тот, кто постоянно говорит. Молчание, используемое стратегически, может сделать ваше присутствие более ощутимым, чем слова. Это показывает, что вы контролируете ситуацию и не чувствуете необходимости доказывать себя постоянной болтовней. Молчание лидеров. Великие лидеры знают ценность молчания. Они понимают, что, говоря меньше, они делают свои слова более эффективными. Такие лидеры, как Махатма Ганди и Нельсон Мандела,
использовали молчание как инструмент для размышлений, расширения прав и возможностей и сопротивления. Они знали, что, воздерживаясь от слов, они могут сделать более сильное заявление, когда они, наконец, заговорят. Исторические примеры молчания как силы. Использование молчания Ганди. Во время протестов Ганди часто использовал молчание как инструмент ненасильственного сопротивления. Во время своих протестов против британского правления в Индии Ганди иногда молчал в течение нескольких дней, как форму мирного сопротивления. Его молчание говорило громче любой речи, символизируя силу, терпение и непоколебимую решимость. Стратегическое молчание Нельсона Манделы. Нельсон Мандела во время своего заключения использовал молчание как форму власти. Отказываясь говорить или взаимодействовать со своими тюремщиками на их условиях, Мандела сохранял свое достоинство и контроль. Его молчание стало символом его силы и сопротивления, вдохновляя других продолжать борьбу за свободу. Рефлексивное молчание Мартина Лютера Кинга-младшего. Мартин Лютер Кинг-младший часто использовал молчание в своих речах, чтобы создавать драматические паузы, заставляя свою аудиторию размышлять о серьезности его слов. Эти паузы усиливали эмоциональное воздействие его сообщения и делали его речи еще более мощными. Использование молчания для создания доверия и влияния. Молчание как инструмент слушания. В личных отношениях молчание можно использовать для создания доверия. Слушая молча, вы показываете другому человеку, что цените его слова и полностью присутствуете в разговоре. Это глубокое слушание воспитывает чувство доверия и уважения. Молчаливые лидеры, которые стратегически используют молчание, часто считаются более вдумчивыми и заслуживающими доверия. Слушая больше, чем говорят, они создают культуру открытости и уважения, в которой другие чувствуют себя услышанными и ценимыми. Такой тип лидерства формирует сильные, лояльные команды. Молчание при принятии решений. В процессе принятия решений молчание позволяет вам собрать всю информацию, прежде чем говорить. Сохраняя молчание, пока другие высказывают свое мнение, вы можете более тщательно оценить ситуацию и принять более обоснованное решение. Это не только дает вам больше контроля, но и зарабатывает уважение других, которые видят в вас вдумчивого и мудрого лидера. Сила молчания в разрешении конфликтов. Снижение напряженности. Молчание может быть мощным инструментом в разрешении конфликтов. Когда эмоции накаляются, слишком быстрая речь может обострить ситуацию. С другой стороны, молчание дает всем возможность успокоиться и мыслить более ясно. В моменты конфликта молчание может предотвратить недоразумения и обеспечить более мирное разрешение. Удерживание пространства для других. В сложных разговорах молчание можно использовать, чтобы удержать пространство для эмоций другого человека. Не торопясь отвечать или защищаться, вы позволяете другому человеку полностью выразить свои чувства, что часто приводит к более конструктивному диалогу. Молчаливое извинение. Иногда молчание – лучшее извинение. Вместо того, чтобы пытаться объяснить или оправдать свои действия, минута молчания может продемонстрировать смирение и раскаяние более эффективно, чем слова. Она позволяет другому человеку почувствовать себя услышанным и уважаемым, прокладывая путь к примирению. Вывод. Молчание как высшая сила.